Тут синоптики не обманули. Ночью действительно был заморозок и довольно сильный. Сейчас температура где-то -2, и все покрылось инеем. Вода в чайнике замерзла, деревья, трава, и все равно над рекой стоит туман. Собственно, от него, наверное, иней и выпал. В общем, ночка была веселая. Позже расскажу, как ночевалось. Сейчас завтракать. Собираю палатку. Собираю лагерь. Пакуюсь и отправляюсь. Сразу скажу, что, как всегда, проспал. Но этой ночью простительно. С добрым утром, друзья! Бобер. Вот он пошел. Не бобер. Андатра. Так, друзья, ну что ж, с добрым утром еще раз. Вот мы и отчалили. Время 7:30, на полчаса раньше, чем вчера. Вот. Но до Диулина пути осталось меньше. Так что, возможно, мы успеем пройти сегодня из-за Диулина. Ветра нету, погода отличная. -3 градуса. Но скоро, судя по всему, температура поднимется, потому что небо ясное, солнышко всходит. В общем, как-то она прогреет. Байдарка вся в инее. Блестит на солнце. В общем, умиротворение.
В общем, как спалось? Спалось не очень, потому что довольно холодно. Эта палатка-гамак, она имеет в конструкции некоторые особенности. У нее в дне есть специальный карман для коврика. И вот коврик туда запихиваешь, разворачиваешь и ложишься как бы сверху на него. Дело в том, что спальный мешок, он под весом спящего как бы сжимается, нижняя часть его. Воздух оттуда выходит, и теплоизоляционные свойства свои он теряет. Поэтому без пенки очень плохо спать, как бы моментально замерзаешь. Но и с пенкой тоже не огонь, потому что приходится лежать четко на ней. Если ты руку или ногу за пределы пенки вывесил в процессе сна, она тут же начинает замерзать. Ты просыпаешься, поправляешься, как-то переворачиваешься и снова засыпаешь. И вот так вот всю ночь, раз в час где-то просыпаешься от холода, меняешь положение тела и снова засыпаешь. Ну, да и заснул я довольно поздно, что-то долго сон не шел. Часов в 10 только. Я первый раз провалился. Где-то в дальних деревнях собаки лаяли до полуночи. Чего лаяли, непонятно. И какой-то легкий свист птицы кричали. Довольно шумный лес ночью был. То есть с заходом солнца как-то все повылезли и начали о себе заявлять в лесу. А я, соответственно, наоборот, с заходом солнца улегся. Так что у нас немножко фазы не совпали. А в целом нормально. Прохладненько, конечно. С утра вставать неохота. Что-то в одном белье вылазишь. Тут -3. Все льдом покрыто. Такое себе удовольствие. Но через 5 минут уже нормально. Зубы почистил. Вроде как согрелся. Уже из воды выходишь. Из холодной. На воздух. И кажется, что уже вроде не так холодно и нормально. Так что... в добрый путь.
Время 10. Набрел на какую-то стоянку интересную. Ребята, судя по всему, сделали навес над деревом. Но не просто навес, а что-то типа домика на дереве. Ну, как домик. Настил с поручнями, с перилами. Но прикольно. Так уже получается 3,5 почти часа в пути. Воздух прогрелся, туман с воды больше не поднимается. Ну, поднялся, правда, зато легкий ветерок. Так что не хотелось бы, чтобы он усиливался. Так хорошо было прямо гладь. Сейчас вот рябь по воде и немножко дует. Ну, задувает под куртку. Надо затягиваться. Такая прикольная стояночка. Мне нравится. Столик. Если было бы вчера у меня лишних 3 часа, можно было бы дойти до сюда. Дровишки какие-то заготовлены даже. Ну, здорово, в общем. На карте стоянка обозначена как Бобровая хата. Ну, тут окопаны, видимо, палатки стояли большие. Свободная площадка, а дальше идет такой негустой подлесок из берез. А вот стоянка напротив Ольгина. Дошли за 30 минут. Высокий берег, но он характерный, его сразу узнаешь. И дорога до села. Само село не видно с берега, с воды. Вот, но он довольно большое, много хороших домов новых, то есть не умирающие явно. Хотя дорога туда только лесная. Вот, но, наверное, это один из самых высоких берегов на Пре. Конечно, вода его подъедает, и с каждым годом он становится, ну, уходит в лес, а коса вот эта вот, которая справа, наоборот, растет. Вот мы здесь. Надо уходить к берегу. А в конце этого высокого берега река поворачивает налево. И там есть тоже небольшая стояночка, но очень уютная. Туда приезжают каждый год люди, инженеры. Не то с Жуковского, не то с Раменского. В общем, откуда-то из Подмосковья. По-моему, военкой занимаются. Там же разные предприятия есть соответствующие. Вот, приезжают, отдыхают. И однажды мы даже заняли их место за несколько часов до того, как они подошли. Но, правда, уступили. Летом было. Потому что они вроде как издалека и вроде как действительно стоят. Вот. Они предлагали постоять вместе с нами, если уж, ну, как бы нам это нужно. Вот. Но мы отказались. За это нам презентовали бутылку самогона с какими-то кореньями внутри. Вкус был очень специфический, но спирта не чувствовалось. То есть, понятное дело, что качественно очень был сделан самогон. Но это были еще в те благословенные времена, когда ваш покорный слуга употреблял алкоголь. На этой стоянке есть мостки. Я не знаю, сейчас они есть или нет. Их каждый год сносят по весне. Но каждый год они восстанавливают их. Может быть, и сейчас есть. Посмотрим. А рядом с мостками один год была коптильня для рыбы. Она встроена была прямо в отвесный берег.
и дымоход проходил из-под земли. Если не знать, что под тобой коптильня, стоя на берегу, то можно было подумать, что какая-то труба из-под земли торчит, и она вся в копоти и в саже. Удивительно. То есть сначала нашли трубу, а потом обнаружили коптильню. Ну, сейчас я вам покажу. Вон там вон река поворачивает. Здесь все завалено обычно. Бывает. Ух ты. Надо же, осы откуда-то. Ну вот, мостки в каком-то виде еще есть. Прямо по курсу мель, правда, придется обойти справа. Осторожно, двери закрываются. Ну вот, мостки остались, а коптильня... Коптильни не видать, она вот здесь вот была, чуть левее мостков. От нее осталась какая-то... Ну да, вот, яма, углубление в берегу, хорошо видно. Вода ее подъедает каждый год. И они, видимо, устали каждый год реставрировать. В этом году забили. Останавливаться мы здесь не будем. Но место очень красивое. В следующем году, боюсь, уже и столик снесет с березой. Еще год 3 назад он был значительно дальше от берега. А вот и поворот налево. За ним коса, на которую удобно причаливать, чтобы на эту стоянку подняться. Такс, ну ладно, поехали дальше. Ольгина деревня очень растянутая, она идет вдоль речки, по-моему, 1,5 километра или 2 даже. Ну, то есть домишки редкие, они не вплотную друг к другу стоят, а разбросаны по лесу. Вот, но очень красиво. Вот. А в ширину она всего одна улица, то есть классическая. Даже не улица, а вот проселочная, даже ну, и не проселочная, лесная дорога. А по обе стороны от нее домики. Вот. Есть там какая-то администрация, вряд ли. Вот. И административно к чему принадлежит деревня, тоже непонятно. Вот. Но очень тоже живописное место. Жаль, показать не смогу. Идти до нее сейчас не досуг. Хотя у меня, по-моему, есть где-то запись этой деревни. Если есть, я ее обязательно включу. Вроде летал я над ней.
Подходим к очень живописному повороту. Мне он очень нравится. Река резко заворачивает из-за того, что в противоположной от поворота стороне случился завал, и там скапливаются бревна. Берег не подмывается. То есть скопившиеся бревна препятствуют подмыву берега. Песок не растаскивается, а в воде куда-то надо деваться. И она с достаточно высокой скоростью, что редкость на пре, поворачивает и уходит вправо. Чтобы провести здесь байдарку, нужна некоторая, ну не то чтобы сноровка, по крайней мере нужно быть готовым к тому, что здесь есть. Впрочем, да, ничего здесь нет осенью, но летом здесь довольно хорошие стремнина, течение. Да, вот так вот разрекламировал, а ничего на самом деле здесь и нету сейчас. Ладно, в следующий раз когда-нибудь покажу. Пока что просто пройдем. Между тем время 20 минут первого, а до моста рядом с горками мы еще не дошли. Тишина, ветер опять успокоился. Идти очень хорошо, вода спокойная. Назад не сносит. Хочешь гребешь, хочешь отдыхаешь. Лодку не крутит. Что-то живность, правда, перестала попадаться. А вот, собственно, и деревянный мост близ горок. Один из самых живописных мостов через Пру. Ездить, правда, по нему очень страшно. Особенно на машине. Но вроде пока что еще никто не сваливался. Проход там только под правым пролетом. А за ним несколько мелей. Они и летом-то, ну, как бы очень тяжело проходимые. А осенью сейчас и подавно, мне кажется, там тяжело. Но посмотрим. Как-то же вода проходит, и мы пройдем как-то. Из сваи торчат скобы. Проходить нужно очень аккуратно, потому что очень легко вспороть байдарку о них. Но проход, правда, довольно широкий. В общем, сейчас все сами увидите. Машина какая-то на берегу стоит. Собственно, с заводской слободы, получается, до горок я встретил всего одного мужика. Собирал грибы рядом с Ольгино. А я уж не стал снимать, поговорил с ним. Вот, и вот вторая машина. Но что-то никого нет. Наверное, грибники тоже ходят где-то рядом. Но пока что никого не видать.
Ну да, вот и отмели. Все-таки вода за последние 2 недели поднялась немного, благодаря дождям, судя по всему. Потому что я здесь проезжал на машине по этому мосту, ну, в экскурсионных целях 2 недели назад или 3. Ну, где-то в середине сентября, мне кажется, может быть, в числах в 20-х. Нет, не в 20-х. В начале сентября, мне кажется, это кино стоит уточнить. Но точно больше 2 недель назад. И здесь отмели были значительно сильнее. Я даже сфотографировал. И вот для сравнения сейчас покажу. Ну, не сейчас, а когда буду монтировать, покажу вам, как оно все выглядело в начале сентября. И тогда уж буду у компьютера по снимкам точно определю дату, когда это было. Вот, так что все могло быть еще хуже. Так-то, в общем, довольно неплохо. Хотя тоже нужно вот думать. Время без 15 час. Так, мост через горки мы прошли. Следующее достопримечательность, что идолы, наверное, стоянка. Там. А вот прямо по курсу, я шепотом, чтобы не спугнуть, плавает выводок утят. Что довольно странно по нынешним временам. Вообще-то все уже снялись с мест и двинулись на юга. Но эти вот чего-то задержались. А может быть, они остановились чисто отдохнуть во время перелета. Но как бы такое впечатление, что нет, они здесь квартируются. Почему никак не улетят, непонятно. Убегают от нас. Ага, 5 их. И опять уселись чуть ниже по течению. Ну, летаю, значит, на крыле уже. Ну, понятное дело, что. Глубокая осень-то, что им на крыле не быть. Надеюсь, она не захочет забраться ко мне в лодку. Вот она. А, не гадюка, уж простой. Проплывает странно. Куда он плывет? В общем, не вылазит на берег. И почему так странно, свернувшись. Зацепился за бревно. О! 100 лет не видел ужей, например. Весело. Какой-то мутный уж. И дальше его течением понесло. Идолы. Тоже довольно известная стоянка культовая. Ее очень легко заметить с реки. Почему? Ну, думаю, объяснять не надо. Потому что на ней вырезано многими поколениями туристов множество идолищ. Ну, вообще, это стоянка, так сказать, просто некая точка. Я даже не знаю, как ее назвать. Точка памяти, что ли. В общем, достопримечательность. Обычно здесь все останавливаются. Кто-то
пьет, кто-то просто ходит, фотографируется, кто-то занимается резьбой по дереву. Река Пара приветствует добрых людей. Ну, окей. Вот. Ну, еще это, как, знаете, место встречи. То есть, где встречаемся? На идолах. Типа там под часами на вокзале. Еще где-то, чтобы не потеряться. Потому что связи напряга особо нету. Вот. Ну, можно договориться о времени и месте встречи. В общем, место, которое знают все. Ну, здесь, кстати, довольно старые фотографии, насколько я помню, были. 12-й год. 1993. Игорь Крысанов. Не Крысанова. И еще кто-то. Саша Юров. Молодые еще были. Квадро Север. Память о каком-то квадроциклетном клубе. Лицей 52. Свежая табличка этого года. Ну что ж, наверное, тогда здесь я и пообедаю. Вообще даже очень непривычно видеть стоянку пустой, потому что здесь просто толпы туристов. Видимо, действительно никого нет на пре. О, Бендер. Новый флаг повесили. Кстати, единственное место, ну, вернее, не единственное, одно из немногих мест, где устойчиво берет именно вот здесь вот сотовая связь. Самое время позвонить близким и сказать, что с тобой все в порядке. Чем я и займусь. Вон смс-ки начали приходить на телефон. Вот и все. Пообедали. Время ровно 2. А это значит, что мне еще часа 3 идти сегодня. Вровень как раз получается к Дюлину. Ну, видимо, так и выйдет, что вставать придется напротив лесохима. Там номерные стоянки. Обычно там не то что автотуристы, просто на машинах приезжают люди, пьянствуют. И надеюсь, что сейчас, благодаря холодам, там никого не будет. Ну или, по крайней мере, будут свободные места. Хотя, кого я обманываю, конечно. Дай бог, кто-нибудь один хотя бы будет там. Заночую, а потом завтра уже тогда за Диулино в сторону Бракенбора. Меня все больше посещает мысль, может быть, сегодня попытаться свинтить, соскочить, хотя сегодня неинтересно, наверное. Так что такие вот планы, друзья мои. Ну что, в путь. Вот тоже очень прикольная стояночка. Чаще всего она бывает занята. Летом там за поворотом огромная поляна на высоком берегу. И там практически нет деревьев. Нету даже подлеска и кустарников. То есть можно палаток 10 или 20 поставить в лед. За ней, за поляной, там, где начинается уже подлесок, внизу есть большое-большое озеро. Ну, видимо, когда-то старица была. А вот здесь вот слева тоже от старицы затон. И он сообщается, по крайней мере, летом, обычно с основной рекой, но он не как все затоны мелкий и затянутый тростником или какой-нибудь растительностью, а довольно большой и глубокий. И вот рыбалка там одно удовольствие. Сейчас вода действительно слишком низкая, и прямого сообщения с затоном, по-моему, нету. А может и есть, чем черт не шутит. Отсюда не видно. Там вот бревна лежат, и там канал.
Но несмотря на отсутствие возможной... Ах, слушай, есть. Есть прямое сообщение все равно. Даже на низкой воде. Но рыбы там в любом случае. Море просто. Оно место непопулярное у рыбаков. Мало кто сюда заходит, потому что подъехать на машине нельзя, только на байдарках подойти. А на байдарках рыбами мало занимаются. Такие вот дела. Кстати, вот эти вот два пня, они висят здесь уже года 4, мне кажется. Есть такое впечатление, что здесь берег, он хоть и высокий, но вода его не съедает совершенно. Вот сверху камнями. Очень интересно, в какой-то момент, ближе к Диулино, река становится широкой, течение спокойное, то есть его даже незаметно. Вот на корягах, на стволах деревьев, которые торчат из воды, если там в верхнем и среднем течении, ну, видно, что вода бурлит, прямо огибает коряги. Их видно, даже если они под водой. То здесь вот она, независимо от того, что есть в воде, что нет воды, настолько ламинарное течение и тихое, и само зеркало реки становится черным. То есть если где-то вот еще, может быть, 3 километра назад вода была хоть и торфяной, но прозрачной, она такой желтоватой, то вот здесь в какой-то момент она становится абсолютно непрозрачной, даже, ну, вот 10 сантиметров вниз уже ничего не видно. И такое тихо-тихо. Здесь, ну, обычно почему-то никогда не бывает ветра. Вот сколько я здесь хожу, все время абсолютная тишина и спокойствие, гладь на воде. И не кричат ни животные, ни птицы. То есть очень тяжело кого-либо увидеть. Не знаю, почему так, но вот такое вот местечко. И оно будет фактически до Лесохима. Такая вот красота. Будет, правда, еще один большой завал, тоже достопримечательность места. Я покажу, хотя не буду рекламировать, потому что с прошлым завалом получилось не очень. Ну, с этим вот посмотрим.
А вот тоже очень интересное и красивое место на Пре. Но оно очень близко к Дюлин, по прямой километра полтора. Если ехать по дороге, выезжаешь прямо к Дюлинскому мосту. Но нам, к сожалению, не по прямой. На этом высоком берегу в августе я снимал обзор про свою любимую палатку всесезонную. И расставлял ее прямо у кромки берега. Вон у той сосны одиноко стоящей. Я попытаюсь найти исходники того видео и тоже сравнить уровень воды сейчас и тогда, в августе. Но, по-моему, все же он сопоставим примерно. Так, друзья мои, что ж, похоже, у нас впереди обнос. Раньше можно было пройти вон там, около края бревна, где сейчас коса песчаная. А теперь, видимо, все. Конец истории. Ну да, будем обноситься. Ну, а вообще можно не обноситься. Наверное, можно здесь протащить, провести ее. До Диулина по карте 2,5 километра по прямой. И, наверное, пора остановиться на стоянку, не доходя все-таки до Диулина. На номерных не очень хочется, а последние перед ними, они уже совсем скоро. Здесь она так называется, стоянка перед завалом. Пожалуй, пораньше просто встану. Потому что потом вариантов уже не будет, кроме как номерных. Жалко, конечно, терять время, полчаса. Можно было бы еще грести, но что поделать. Такова топология.
Ну а вот и наша стоянка. Последняя дикая. На высоком берегу, правда, что не очень хорошо. Придется таскать все наверх. Ну да и как-нибудь перетаскаем, не сломаемся. А еще перед ней мель. Поэтому придется таскать не только наверх, но и по горизонтали все. В воде. Давайте посмотрим, где здесь можно пройти получше. Нигде. Выгружаемся. Да? Да. Ну что ж, стоянка довольно неплохая. Байдарка, чистая поляна, столик, кострище. Я вообще небольшой фанат жечь костры, но, наверное, в этот раз попробую все-таки немножко погреться, аккуратненько костерчик собрать. Вот. Единственное, что вылез я не там. Здесь рядом более пологий склон есть. Тут какие-то следы, видимо, ребята на квадроцикл гоняли. И дорога подъезжает. Ну, следы, не знаю, свежие, нет. Да не очень. Не пойму, то ли их дождь размыл, то ли нет. Но в любом случае подозреваю, что сегодня уже никого не будет, надеюсь, так что можно будет спокойно отдохнуть. Ну, а если кто-то будет, то и что, и милости просим, отлично. Тоже неплохо. Так, ну ладно, буду пока разбивать лагерь. Потом посмотрим. Повесил палатку. Сейчас буду заниматься костром. На номерных стоянках, где-то в километре отсюда, вовсю орет бензопила, значит, людей там море. Ну, потому что один человек вряд ли будет бензопилой пользоваться. Ему не нужно столько дров. Из плюсов удалось поймать через модем интернетик. Не очень хороший сигнал, но хватит, чтобы обновить прогноз погоды. Так что жизнь-то налаживается. Небольшой костерок сложил, задымился. Поймал прогноз погоды. Завтра переменная облачность. Вернее, даже облачно. Это минус. Не будет такой красоты, как сегодня. Но зато не будет и заморозков. А это плюс. Сегодня решил сварить суп гороховый, так как времени чуть больше, чем вчера. На сегодня и на завтра, на утро. Сразу, чтобы завтра просто разогреть, да пойти сразу. Друзья, ну что тут скажешь? Время уже 7 час пошел, поэтому скоро станет темно и снимать видео вообще не получится, поэтому сразу подведем итоги дня. Пока варится суп, пока горит костерок. День был очень красивый, безумно солнечный, такой тихий, безветренный. Особенно красивый, конечно, лес осенний. Зеленые сосны и цветные лиственные породы. В общем, здорово. Завтра вряд ли такой будет. Завтра встаю, сразу оказываюсь в Диулино. И там не останавливаюсь, иду дальше. Как оно получится, не знаю. Сегодня есть интернет какой-никакой. Сегодня есть. Завтра еще раз с утра обновлю прогноз погоды, потому что непонятно, когда теперь удастся обновить его. Вот. Жалко, что ходового времени мало. Жалко, что рано темнеет час. Как ночь
будет, тоже непонятно. Но надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому на сегодня, наверное, все. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк этому видео. Комментируйте, пишите хорошее, плохое, все, что думаете. Вот. Спасибо большое, что смотрите. Ну, теперь до утра. Спокойной ночи.